Мы с тобой подобрались к самому интересному моменту нашей с тобой практики. Это работа на живом человеке. Самое главное, что нужно помнить, это не искусственная кожа, которую не нужно натягивать искусственную кожу. А это кожа живого человека, который чувствует боль, который кривится и все остальное. Здесь самый главный момент – это правильное натяжение кожи в том месте, где ты работаешь. Подходи ближе, и я тебе покажу. Как растянуть кожу на определенном участке, на котором ты работаешь. Есть несколько вариантов. Можно растянуть двумя пальцами вот так вверх, то есть придавил и растянул, чтобы она была как барабанчик натянута. Можно натягивать вот так, если тебе удобно, вот так, если тебе удобно. Но самый лучший момент, это когда ты растягиваешь вот так и вот этой рукой еще подрастягиваешь. Соответственно, кожа у тебя растягивается больше, что я показал сейчас вообще какую-то херню. У тебя кожа натягивается максимально, тебе становится максимально удобно работать, у тебя иголочки максимально легко проткнуть кожу, чтобы оставить там пигмент. У тебя и при отпускании как раз кожи, при возвращении ее в исходное положение, тот растянутый по сути контур, он у тебя еще сжимается. И соответственно у тебя получается гораздо более плотный контур с плотным покрасом, который ты и должен добиться в своих работах. Значит, исходный цветок вот он. Мы его немножечко переделали, добавили лепестков сюда, наоборот, вот эти верхние снесли сюда вниз, так, чтобы они не залазили сюда выше. Ну, блин, просто немножечко некрасиво будет. Соответственно, у нас вот здесь вот образовывается такая как бы изогнутая линия, и лепесточки сюда уходят прям красиво по руке. То есть у нас получается такая как бы каплевидная такая компоновочка. Вот, что я буду дальше делать, я буду рассказывать, комментировать по поводу игл, по поводу контуров, почему я выбрал те или именно те самые иглы, которыми я буду работать, для чего, почему и зачем. Значит, что мы сейчас делаем? Сначала делается контур. Контур я буду делать основной, у нас будет 11 РЛ, чтобы линии у нас между собой не спорили, нет внутренней линии, маленькие детали и все остальное я буду делать семерочкой РЛ, чтобы еще и на толщине линии сыграть очень красиво, чтобы получился у нас интересный рисунок. Так, что я хочу сказать, самое главное, я буду работать, стараться проводить линии в один проход, по той простой причине, что, допустим, жирные линии еще можно соединить, попасть линия в линию, если у вас закончилась краска или еще что-то. Но с тоненькими линиями будет уже гораздо сложнее это все сделать. Может получиться такая ступенька. Соответственно, нужно стараться. Здесь линии не такие уж и длинные, поэтому в один проход, в принципе, линию можно идеально провести. Смотрим. Начинаем всегда контурить снизу и поднимаемся потихонечку вверх. Сейчас вы тоже это будете видеть, как я это делаю. Ничего сложного в этом нет. Итак, начинаем. Провели линию, вытерли, посмотрели. Линия плотная, четкая. Дальше начинаем.
всегда нужно помнить про стыки. То есть это те места, в которых у нас листья и линии стыкуются. Вот здесь, например. Как у нас здесь получается, линии подходят вплотную друг к другу. Всегда про это нужно помнить, чтобы у нас не получилось такого, что мы провели линию, а она у нас где-то не стыкуется вплотную. Ну, соответственно, это не очень хороший будет контур, поэтому нужно всегда следить. Начинать линию от линии и вести ее, соответственно, чтобы потом, когда вы ведете другую линию, у вас эти линии стыковались без пробела между ними. Это самое главное именно вот в таких работах, в которых очень важен контур, чтобы было красиво и не было каких-то таких непонятных оборванных линий, которые заканчиваются непонятно где и начинаются непонятно откуда. Вот так это должно выглядеть в идеале. Все линии должны быть стыкованы, не должно быть никаких пробелов. Это будет говорить о том, что контур вы освоите идеально, и у вас будут интересные и красивые работы с красивым, четким, ровным контуром. Всегда нужно помнить про натяжение кожи. То, как вы натянете кожу, то, когда она у вас будет как барабанчик, это будет вам упрощать работу, потому что кожа будет прокалываться намного проще, нежели вы будете работать с ненатянутой кожей. То есть, если вы будете работать на обычной расслабленной руке, то четкого ровного контура у вас не получится по той простой причине, что упругость кожи будет мешать вам именно на определенную глубину сработать, она будет вибрировать, и, соответственно, будет некачественный плохой контур. Что мы видим? Мы видим, что наши тоненькие с вами линии начинают потихонечку исчезать. Ну, соответственно, потому что мы каждый раз протираем, чтобы видеть, как мы прокрасили и где мы прокрасили. Сейчас я буду работать тоненькой иголочкой, и вы наглядно увидите, как будут разниться линии, как они будут выглядеть интересно, и как правильно ввести тоненькую линию. Кому-то линии будет удобно вести на себя, кому-то линии будет удобно вести от себя. Это не столь важно. Самое главное – ввести ровную тоненькую линию в один проход. Потому что соединить тонкую линию гораздо сложнее, чем какую-то толстую линию. Даже и не пытайтесь попробовать это на первых этапах, на первых порах, потому что у вас все равно ничего не получится. Это приходит только с опытом, когда вы сделаете не одну татуировку, когда вы будете уже приблизительно понимать, как вам будет удобно вести руку. А сейчас смотрим, как будет делать тонкие линии, и запоминайте.